Друзья, привет всем моим подписчикам, 3. И моему 1. Мы находимся на вокзале Нюрнберга, едем в Регенсбург, чтобы увидеть дом, где жил Оскар Шиндлер, да, тот самый, который спас 1200 евреев. Да, вот так. Вхожу в имперский город. Ну, идемте с нами, ребята. Дошли до его дома. Нажала? Да. Это старинная ратуша Нюрнберга. Именно здесь, в этом здании, объявили о распаде Римской империи. Смотрели фильм «Гладиатор». Так вот, там же был император Марк Аврелий. Здесь начал строить легион. И вот именно с этой территории начал разрастаться Регенсбург, вся Германия. Тут самые старинные баварские, сосиски с квашеной капустой. Ветер, вода. Друзья, мы находимся на вокзале Нюрнберга, едем в Регенсбург, чтобы увидеть дом, где жил Оскар Шиндлер, да, тот самый, который спас 1200 евреев. да, во Вторую мировую войну, 800 мужчин, 300 женщин и 100 детей. Сегодня 22 июня, день памяти во многих странах. Это день, когда началась Великая Отечественная война. И мы решили показать, где жил Оскар Шиндлер, немец, который спас евреев во время войны. Так выглядит площадь возле главного вокзала Нюрнберга. Через дорогу старинная часть города. А так выглядит внутренняя часть вокзала. Так как у меня есть проездной билет на месяц за 49 евро, и который действует по всей Германии, мы купили билет только Лейли. Детский билет стоит 14 евро 50 евроцентов. Мы решили поехать в город Регенсбург, старинный имперский немецкий город. Покажу вам достопримечательности. Это каменный мост, старинная ратуша, ворота легионеров Марка Аврелия, реку Дунай, старинный собор. Так что Не переключайтесь. время в пути от Нюрнберга до Регенсбурга 1 час. Вуаля, и мы уже у вокзала Регенсбурга. Да, кстати, очень удобно, прямо с вокзала можно попасть в большой торговый центр. Пока идем мы до центра города, хочу вам рассказать немного о Оскаре Шиндлере. Пишут о нем разное. Бабник, нацист, шпион, спаситель евреев. Но будем придерживаться официальной версии. Он немец, родился в Чехии, любил вечеринки, деньги, роскошь. В 1939 году вступил в нацистскую партию, но не из-за политических соображений, а чтобы остаться на плаву, выжить. Знаменитый американский режиссер Спилберг снял знаменитый фильм «Список Шиндлера» о немецком бизнесмене, спасшем от уничтожения 1200 евреев. А Институт мемориала Холокоста присвоил ему звание праведника народов мира. До начала войны он выкупил завод по изготовлению эмалированной посуды, трудоустроил туда 1200 евреев, 800 мужчин, 300 женщин и 100 детей. И в дальнейшем спас их от концлагеря, а затем и от смерти. Эмилия Шиндлер, жена Шиндлера, говорила, что он как бизнесмен поначалу хотел заработать денег только, но потом, увидев весь ужас, который творили немцы с евреями, проникся к ним сочувствием и стал помогать им без всякой выгоды для себя. Позже было подсчитано, что Шиндлеру спасение евреев обошлось в 2,6 миллиона рейхсмарок.
марок. Это большое состояние было на то время. После войны Шиндлер и его жена прожили в Регенсбурге. И в 1948 году они эмигрировали в Аргентину. Через 10 лет Оскар вернулся в Германию. В дальнейшем он много ездил по разным странам, где осели спасенные им люди. Последние годы своей жизни Шиндлер провел в нищете, существуя на пособие еврейских организаций и подарки спасенных им людей. Умер в Германии и был похоронен по завещанию на горе Сион в Иерусалиме. Для меня он человек, спасший жизни других, рискуя своей. Кто спасет одного, спасет весь мир. Кстати, в Нюрнберге есть улица Оскар Шиндлер-штрассе. Ну а мы у одной из главных достопримечательностей Регенсбурга – собор Святого Петра. Это эталон немецкой готической архитектуры. Его начали строить в 1273 году на месте сгоревшей романской церкви VIII века нашей эры и завершили эту церковь в 1869 году. Фасад собора украшают арки и скульптурные группы, изображающие сцены из Библии, фигуры апостолов, королей и мифических монстров. Я недавно узнала, что горгульи на готических соборах, вы же замечали, не для красоты, скажем так, они изгоняют нечисть. Получается, зло отгоняет зло. А еще по ним проведены водосточные трубы. Получается же, они же горгульи эти выпуклые, и дождь стекает по ним не по стенам собора, а уже сразу на землю. А впереди конный памятник королю Баварии из династии Виттельсбахов, установлен на Соборной площади в начале 20 века. Именно при этом короле Людвиге I был достроен этот собор Святого Петра. А в доме по соседству гостиницы «Белый ягненок» останавливался Наполеон. Есть легенда про двух архитекторов, которые поспорили, кто из них более талантлив. Первый построил собор, а второй мост, каменный мост. К нему мы еще вернемся. И мост оказался лучше. Однако данные Википедии показывают всю надуманность легенды. Собор стали строить в 1270 году, а каменный мост закончили в 1146, раньше, чем на век. Картина маслом. Король Баварии Людвиг I и фрейлин Лейла. А мы уже на другой площади. И впереди это символ Пруссии, герб новой империи Второго рейха. Да и третьего тоже. А чувствуете, да, разницу архитектурную с Нюрнбергом? Смотрите, какие здания. Как будто в Италии. И это неспроста. По всему городу видна его древняя история, следы римлян. А впереди, видите, Белый дом? Здесь проживал Наполеон. Регенсбург еще часто называют Венецией на Дунае. И это отнюдь не щедрый комплимент из вежливости. Основанный еще древними римлянами, романтичный Регенсбург со своими узкими улочками и средневековой архитектурой, правда, уж больно напоминает Италию. И здания здесь действительно старинные. Город почти не пострадал во время Второй мировой войны, а с 2006 года исторический центр Регенсбурга входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что Регенсбург итальянец не только по виду, но и по паспорту. В 1979 году до нашей эры на его месте располагался римский лагерь легионеров Кастро-Регина. А в период позднего Средневековья город превратился в крупный политический и торговый центр Священной Римской империи. Его средневековые улочки, дома, некогда принадлежащие патрициям, красивые фасады, многочисленные уличные кафе и оживленная атмосфера, кажется, что оказался где-то недалеко от римской Пьяцца Навона. Так что Регенсбург – это баварская Дольче Вита. Вот эта улица, вот этот дом, где жил Оскар Шиндлер со своей женой. Дошли до его дома, даже потрогали. Эмили и Оскар Шиндлер прожили здесь, получается, год и спасли 1200 евреев. Вот на такой незаметной улочке до сих пор вот его дом здесь, прям в центре старинной части Регенсбурга. Ходишь здесь, и везде итальянская речь. Режиссер Стивен Спилберг готовился к фильму 10 лет. На роль Шиндлера просился Кевин Костнер, но роль дали Лиану Нисону, с чем он превосходно справился. По соседству находится мишленовский ресторан. Фильм был снят по книге писателя Томаса Кеннелли «Ковчег Шиндлера». А книга была написана по рассказам тех самых спасенных евреев Шиндлером. А мы направляемся к Ратушной площади.
где находится старинная ратуша. Это комплекс зданий. На нижнем уровне ратуши помещалась канцелярия и прочие служебные помещения. Наверху находился танцевальный зал. Под зданием находилась городская тюрьма. Сегодня посетители осматривают камеры, допросные пыточные комнаты. Для обозрения выставлены старинные орудия пыток. А с этого балкончика судьи объявляли свои решения горожанам. Здесь же старинная золотая башня. Самое высокое здание в Регенсбурге. Это что-то вроде Лубянки. Это старинная ратуша Нюрнберга. Именно здесь, в этом здании, объявили о распаде Римской империи. Регенсбург – один из старейших городов Германии, имевший в течение столетий множество имен. Старейший из них – Радасбона. Римская история Регенсбурга начинается с создания крепости Каста-Регина примерно в 79 году нашей эры. Это был наблюдательный пост, окруженный рвом и каменной стеной. В нем размещалось примерно 500 тысяч мужчин. Здесь же вот я вам показываю и старинные башни. И эти ворота в имперский город назывались Порта Праетория. Город возвели в месте, где сливаются реки Реген и Дунай, и его приток Нап. Чуть восточно проходит горный хребет Баварский лес, где можно увидеть самых разных животных, включая оленей, рыси, куниц. Считается, что Регенсбург возвели в первом веке нашей эры, однако недавние археологические раскопки доказали, что поселение на месте будущего города возникло примерно в 400 году до Рождества Христова. Здесь жили племена кельтов. Поселок именно они и назвали Радасбона. Вы только представьте себе, как римляне наблюдают отсюда за устьями Наба и Регина. Все же смотрели фильм «Гладиатор». Так вот, там же был император Марк Аврелий. Здесь написано «Кайзер Маркус Аврелиус». Здесь начал строить легион. И вот именно с этой территории начал разрастаться Регенсбург, вся Германия. По распоряжению императора Марка Аврелия был создан лагерь Кастро-Регина, лагерь у реки Реген. В лагере располагался 3-й легион Италика, примерно 6 тысячами солдатами. Это был основной военный опорный пункт провинции Раэтия. Сам лагерь был окружен стеной высотой примерно 10 метров, имел 4 ворот и многочисленные башни. Помните фильм «Гладиатор», да? И представьте, вот как здесь легионеры ходят, а может здесь был и гладиатор Максимус? После падения Римской империи Регенсбург стал столицей баварских герцогов, а в IX веке Регенсбург становится крупнейшим религиозным центром не только Баварии, но и всей Германии. В XII веке Регенсбург превращается в один из самых богатых городов Германии, торгующий с Парижем, Венецией и Русью. В это время был и построен каменный мост, который был на тот момент настоящим прорывом инженерной науки. Данный мост на век старше Карлова моста в Праге. Вот эти ворота основные. В этом здании продаются самые старинные баварские сосиски с квашеной капустой. Но, к сожалению, сегодня забыли. Впереди тот самый каменный мост, и у него своя легенда. Легенда гласит, архитектор, который строил мост, решил заключить сделку с темными силами, согласно которой они помогут ему построить мост быстрее. Но первые 3 души, которые пройдут по этому мосту, достанутся нечистым силам. И архитектор после того, как мост был построен, первыми 3 существами пустил через этот мост собаку, петуха, еще кого-то, не помню. Нечистые силы разгневались и решили уничтожить этот мост, но он был настолько крепок, что разрушить его не удалось. Построен этот мост был в 1146 году. Мост был необходим для развития торговли. Он служил переправой рыцарям-крестоносцам во 2 и 3 крестовых походах. Сегодня это место является популярным местом прогулок туристов. С моста открывается прекрасная панорама на весь город. Река Дунай, по-немецки Донау, 2-я по протяженности река в Европе, после Волги. И самая длинная река на территории Европейского Союза. Можно доплыть до Черного моря. Берет исток в горах Шварцвальда в Германии и протекает через 10 государств. Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, Украины и Молдавии. Поэтому Дунай называют еще интернациональной рекой. А знаете, почему такой ветер? Потому что мы на каменном мосту у реки Дунай. Для Регенсбурга наводнение – дело привычное. Они случаются здесь уже не первое столетие. В
Как и сегодня, вода уходит и приходит. А та старинная сосисочная, которая 850 лет, она появилась одновременно с открытием моста. Ведь тут располагалась таможня, а значит, было многолюдно. И этот каменный мост до сих пор стоят. Дом Голиаф Хаус, на стене которого изображена битва Давида и Голиафа. Сегодня на первом этаже дома расположен ресторан «Давид», а на шестом – городской театр. Пошел дождь, и мы решили попить кофе и поесть мороженого. Сидим и наблюдаем за жизнью Регенсбурга. Куда-то все спешат, торопятся. А у входа в кафе «Принцесс» перед ратушей можно прочитать, что в Регенсбурге еще в 1686 году открылась первая в Германии кофейня. Прогулка завершается, едем в Нюрнберг. Вот наша любимка. Здесь что не здание, так история. Еще хочу добавить, что при соборе Святого Петра, который вам показывала сегодня, это долгострой, более 1000 лет при соборе существует хор мальчиков, регенсбургские воробушки. Несколько десятилетий этим хором руководил старший брат папы римского Георг Ратцингер, который жил и умер в Регенсбурге. Среди мелкой брусчатки немецких дорог иногда встречаются необычные камни из латуни. За каждым из них человеческая судьба, уместившаяся в 4 строчки. И мы с Лейлой нашли эти камни преткновения. Здесь написано: Юлия Эрих родилась в 1892 году, депортирована в город Бьянки, это город в Польше, где было гетто, убита. Камни размером 10 на 10 сантиметров закладываются рядом с домами, местами работы и учебы жертв нацизма. Иногда можно увидеть сразу 3-4 таких латунных табличек с одинаковыми фамилиями. Скорее всего, в один из лагерей смерти была депортирована вся семья. Такие таблички можно встретить не только в Германии, но и в Австрии, Венгрии, Голландии, Бельгии, Польше, Чехии, Норвегии, Италии. Это как напоминание о чем-то важном. Когда-то здесь тоже жил человек, который также ходил в магазин, водил детей в школу, любил, мечтал. Лена, посмотри, как интересно смотрится старинное здание и современное, да? Вместе, по соседству. Да. Впереди обелиск, памятник князю Карлу Ансельму, основателю этого проспекта, на котором мы стоим. Вы только посмотрите, какой закат.
Krishna Krishna